Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами жарим рыбные котлеты. Но рецепт не совсем обычный. На мясорубке молоть рыбу мы не будем. Этот рецепт – это доказательство того, что даже из самой дешевой, самой простой рыбы можно приготовить очень вкусное блюдо. Котлетки получаются необыкновенные, очень сочные, очень вкусные. Давайте готовить. У меня килограмм филе минтая. Можно взять целую рыбку, но тогда самостоятельно сделать филе. Я предпочитаю купить готовое, чтобы не тратить время. Килограмм филе. Рыба может быть любая, повторюсь. Особенно вкусны эти котлетки с красной рыбой, с горбушей. Но неплохо получается и с самым дешевым минтаем. 200 грамм белого хлеба, который нужно будет замочить в молоке. У меня это батон. Давайте с этого и начнем, потому что какое-то время хлеб должен размокнуть. Я отмерила 200 мл молока, порву на мелкие куски батон и залью молоком. Пусть размокает. Так вот придавлю, чтобы все погрузилось в молоко. Пока отставляем в сторону. Теперь в чашку нужно нарезать на мелкие кубики филе. Я вначале нарежу его вот на такие тоненькие полосочки. Порезать нужно как возможно мельче. И теперь поперек на маленькие-маленькие кусочки режем. Рыбку я порезала. Вот сколько у нас получилось рыбных кусочков. Теперь нужно порезать лук. Лука нужно взять 150 грамм. У меня это вот 3 небольшие луковицы. Лук нужно порезать как можно мельче. Это непростая задача. Слезы, конечно, будут из глаз, но надо постараться. Теперь добавляем чайную ложку соли и черный перец по вкусу. У меня мерная ложка на пол чайной ложки. Значит, я добавляю 2. Черный перец по вкусу. Теперь добавляем в чашку с рыбой 3 столовые ложки майонеза. Майонез может быть любой. 3 столовые ложки. Перемешиваем. Перемешали. Теперь возьмем наш замоченный хлеб. Попробуем его вот так вот размять. У меня молоко практически все впиталось, сливать нечего. Поэтому я разминаю хлеб. Вот он хорошо размялся в такую кашу. И добавляю его к рыбе. Нужно хорошенько перемешать, чтобы весь хлеб равномерно распределился по рыбе. И последний ингредиент – 3 яйца. Разбиваем прямо в фарш. И перемешиваем. Все, готово. Можно приступать к жарке котлет. Разогреваем сковороду на большом огне. Наливаем подсолнечное масло, либо другое растительное, на котором вы любите жарить. Масло нагрелось. Теперь берем немножко фарша, лепим котлетку. Вот такую аккуратненькую котлетку. Ни в чем ее не обваливаем, ни в сухарях, ни в муке, а просто вот так котлетку выкладываем для жарки. Так, теперь я уменьшаю огонь до среднего и накрываю крышкой, чтобы котлетки внутри кусочки приготовились. Первую сковороду обжарили. Таким образом нужно пожарить весь фарш. Ну вот, друзья, я пожарила все котлеты. Из килограмма филе рыбного получается приблизительно 18-20 котлеток. Котлетки очень вкусные, сочные. Этот рецепт еще хорош тем, что, проявив небольшую фантазию, можно превратить это простое блюдо в праздничное.
Каким образом? Пополам взять белую рыбу, обычную дешевую, ну вот как я взяла сегодня минтай, и взять полкило семги, например, либо горбуши, и смешать два вида рыб, белый и красный. В результате получается более ярко выраженный рыбный вкус и внешний вид интересный. В разрезе котлетка получается вперемешку белые и оранжевые кусочки. Очень красиво. Попробуйте. Желаю вам успехов в приготовлении этих котлеток и приятного аппетита. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я отвечу всем, кто мне напишет. Мне очень приятно, когда вы обращаете внимание на мою работу. Я желаю всем здоровья, счастья. До встречи на моем канале.